Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале, который посвящен китайским автомобилям и владению на ими. И, конечно же, я взял автомобиль Geely Atlas Pro на переднем приводе, автомате, в комплектации Luxury. И хочу вам рассказать, почему же это самая замечательная комплектация среди линейки Geely. И почему этот автомобиль самый экономичный из, опять же, линейки автомобилей Geely. Этот автомобиль я тестировал ранее в максимальной комплектации китайской сборки годом ранее, в прошлом году. И действительно мне этот автомобиль очень понравился, но у меня были вопросы к гибридной установке, к полному приводу. Ну и, соответственно, здесь этих агрегатов нету, но остался тот же самый трехцилиндровый двигатель от Volvo и от Geely Coolray. Конечно, он немножко не один в один, как у Volvo, но они с него срисовывали в любом случае данный двигатель, так как масляной ванны, которой мы все думали, в этом двигателе нету. Она урезана для данного двигателя китайского производства. Ну и, соответственно, хочу рассказать про комплектацию. Действительно, в автомобиле не хватает противотуманных фар. Если сравнивать, опять же, с Geely Coolray, я могу сказать, что ближний свет здесь намного хуже. Но его все-таки можно настроить. Если вы купили данный автомобиль, желательно вам именно приподнять ближний свет фар. А вот дальний свет фар действительно очень замечательный в этом автомобиле. Мне очень он понравился, его работа. И дальний здесь однозначно имеется большой плюс по сравнению с другими аналогами данного автомобиля. Также я сделал хронику коротких видео на YouTube канале своем, не забудьте подписаться, и там я рассказал, как работает лимитер скорости в данном автомобиле, почему он хуже работает, чем в Geely Atlas максимальной комплектации. Там же я рассказал о расходе топлива на 105 километров дистанции, и он действительно меня очень сильно удивил, этот расход топлива. И также могу сказать, что он кушает на 3 литра меньше, чем Geely Atlas с максимальной комплектацией, с полном приводе и на мягком гибриде. Это в моем цикле эксплуатации, и мне кажется, это один из самых экономичных автомобилей Geely, которые у меня были на тесте. И, друзья, хочу сказать про расход топлива. В итоге у меня получилось 6,8 литра расход топлива, но проехал я полную дистанцию 500 километров до заправки. Это действительно мало, но я ехал со скоростью 130 километров в час. И, в принципе, кондей был работал, и очень много было загруженного в салоне, собственно, и людей. От этого действительно Geely не показывает обычной экономичности на высоких скоростях. Это правда. И, друзья, конечно же, я забыл сказать самое главное. Тормоза в Geely Atlas Pro просто великолепные. Именно на переднем приводе. Не знаю, опять, возможно, китайский рандом. Но однозначно это имеет место быть. Ну и, конечно же, здесь тормоза лучше однозначно по сравнению и с Geely Coolray. Ну, при этом однозначно мне автомобиль очень понравился. Давайте пройдемся по комплектации. Комплектация у нас, в комплектации есть камеры 360 градусов кругового обзора. Честно скажу, китайцы у нас хитрые ребята, именно в компании Geely. В меньших комплектациях более низкого уровня они ставят камеры немного хуже, чем в комплектациях выше. Здесь как раз это и сделали в данном автомобиле. Камера кругового обзора здесь немножко хуже качеством разрешения. Ну а в целом также мы имеем 18 диски, 18 диаметр дисков, но почему-то мой автомобиль тестовый на резине Bridgestone. Напомню, друзья, действительно, вот комплектация Flagship Plus. Здесь у нас стоит резина Gitti. И вот такой есть интересный антенна акулий плавник. В обычной комплектации, минимальной, у нас отсутствует, а антенна реализована в нитях обогрева в верхней части автомобиля. Ну и, скорее всего, это все-таки представительство Geely дало нам Bridgestone. И действительно очень хорошая резина Аленза. Pro на тесте. Это комплектация передний привод без панорамы. И сейчас мы смотрим максимальная Flagship Plus, как устроена панорамная крыша. Вот я до нее наконец-то добрался. И мы видим каркас сделан хоть из пластика, да, но при этом сама салазка идет из алюминия. Напомню, что в Geely Coolray используется пластик, который очень сильно изнашивается от работы. Также можно увидеть обильное количество смазки для хорошей работы этого люка. Поэтому однозначно это большой плюс по сравнению с люком Geely Coolray. Также автомобиль получился очень симпатичным с передней части автомобиля, но сзади, конечно, это на
любителя. Давайте пройдемся по моментам, которые есть в данном автомобиле, которые не очень производитель конструктивно сделал не особо правильно. Начнем мы с трапеции передних дворников стеклоочистителей. Проблема в чем? Во-первых, дворники сами по себе ненадлежащего качества. Это какая-то реплика под Valio. Резинка чувствуется, что она грубая и действительно будет дубеть зимнее время эксплуатации. А стекла у нас, как обычно, Фуяо, ничего не поменялось с момента производства китайских автомобилей. Вот уже появился скол в данном автомобиле. Небольшой, совсем маленький камешек, но уже появляется скол. Однозначно эти стекла очень мягкие. А по поводу трапеции, опять же, в тот момент, когда вы обслуживаете свой автомобиль, ставите его в сервисный режим, например, зимой меняете дворники, либо просто так, чтобы в зимнее время эксплуатации они у вас не прилипали, вы ставите в положение сервисное, и когда вы зимой приходите следующим утром, ставите машину на автозапуск, если у вас сигналка есть, либо просто заводите, они делают ход в обратную сторону, потом возвращается в свое положение. И это минус, друзья. Так не должно быть на нормальных автомобилях в эксплуатации, где есть холода, потому что действительно шлицы срывают, и в Geely Coolray, допустим, такого момента нету. И в других вообще автомобилях марках Geely странно, что они здесь сделали такой недочет. Это действительно минус, и мне писал один владелец, как раз Денис, привет тебе, о этой проблеме, и у него именно такой случай произошел с этим автомобилем. Зимой у него сорвало шлицы, еще плюс повредило капот и стойку от этого такого конструктива. Далее, к сожалению, Geely Atlas Pro, почему у меня он также не особо понимаю, зачем его брать, когда есть Geely Coolray. Не особо большой багажник по сравнению с другими одноклассниками, но в этом автомобиле у нас не прикрыты пороги дверные. И давайте мы с вами посмотрим. Как мы можем увидеть, очень большая щель зазора, и в этом пороге, конечно, будет вам скапливаться весь пескоструй, который летит извне автомобиля. Не особо приятно. Действительно, это было бы здорово в новых атласах новых поколений, если бы они это изменили. А главные дефекты сборки составляют именно пластиковые либо декоративные элементы, которые не плотно прилегают к части металла. Например, как вы видите здесь. Здесь вообще, конечно, порнография. Можно было сделать более правильный отлив под сам кузов. Ну и в соответствии, конечно же, это все будет натирать лакокрасочное покрытие. Ну и вы видите, как с помощью этих зазоров все сюда залипает и начинает изнашивать вашу часть кузова. А в целом это белорусская сборка. Вот такие вот мы видим зазоры. И это стандартный зазор. Вы представьте, палец входит. Вон там даже можно увидеть. К сожалению, камера это не передает, но в автомобиле зазоры действительно очень разные. Именно в задней части автомобиля. В капотном пространстве вы можете увидеть дополнительный уплотнитель, который не будет скапливать всю грязь, влагу, которая идет сбоку. В Coolray он отсутствует, и действительно все летит даже сбоку. Также мы видим вот этот дополнительный уплотнитель. Сделано все грамотно и правильно. Сверху же у нас никакого уплотнителя нету, отсутствует. И при этом он действительно хорошо справляется, и двигатель за 10 тысяч пробега не сильно испачканный. Небольшая грязь. Задняя крышка данного автомобиля действительно очень плохо спроектирована. Сейчас я объясню почему. Слава богу, спойлер у нас не ходит ходуном, как, например, в автомобилях Chery. Также хочу объяснить то, что самое главное место слабое в данном автомобиле — это нижняя сабля хромированная. В новых партиях идет уже она матовая, более дешевого материала. И вот здесь она натирает об лакокрасочное покрытие самой задней крышки. Здесь у нас металл используется, здесь пластик. В новых партиях вроде как говорят, что начали ставить буферы, чтобы у нас фара и сам молдинг не натирал. Сейчас вы увидите на канале, сейчас вы увидите на своем экране, как выглядит этот брак у других владельцев. Эту саблю косо-криво ставят в автомобилях. Ну а буферы, вот они выглядят вот таким образом, чтобы устранить данный дефект. Багажник не особо большой в данном автомобиле, чуть-чуть больше, чем Geely Coolray, порядка на 10
10 сантиметров, наверное, примерно. Я делал более детальный обзор с Geely Coolray, также есть на канале. Но давайте мы посмотрим сам багажник без гибридной установки. Здесь же мы увидим резину Link Long, виброизоляцию, ну и в принципе очень большое такое и очень большие ниши, чтобы что-то разместить рядом с запаской. Жалко, что китайцы до сих пор ставят даже на переднем приводном автомобиле докатку. Хотя корейцы бы вам могли бы предложить полноценную, полноразмерную запаску. По покраске я опять же скажу, что автомобиль сделан очень покрашен хорошо. В принципе, в белорусской покраска намного лучше, чем китайская покраска. И здесь сделано все покрашено хорошо. Дефекты только имеет задняя крышка багажника. Крыша автомобиля также до сих пор является неоцинкованной. И, друзья, подвеска. В данном автомобиле многорычажная подвеска сзади. Спереди Макферсон, как обычно, но она немножко настроена иначе, так как автомобиль имеет клиренс 170 мм. Я его замерил также на канале в отдельном ролике. Подвеска работает иначе по сравнению с полноприводным Атласом. На Атласе полноприводная она чуть-чуть мягче. Плюсы этой подвески, что она входит в повороты и отлично управляется на высоких скоростях, вплоть до 200. А минусы, то что она в меру жестковата на каких-то острых неровностях, лежачих полицейских и прочем. Но при этом пробоев подвески за всю эксплуатацию, даже при проезде неровностях на высокой скорости, у меня не было. Задний ряд в автомобиле очень просторный, действительно, в автомобиле очень много места, поместится 3 полноценные тещи весом в центнер. Сзади есть обдув заднего ряда сидений, но включается он, если вы включите поток на управление на средний поток. Тогда он будет, в принципе, и охлаждать ваш задний ряд. Очень элегантный, красивый очечник, но, к сожалению, он очень сильно царапается. Небольшие царапинки очень быстро появляются, но, опять же, это пластик не такой же, как в черри. В черри все это, к сожалению, в черри товарный вид очень быстро изнашивается и появляются мелкие царапины. По материалам салона сделано все очень хорошо. Материалы действительно качественные, здесь нет никаких дополнительных ухудшений. К сожалению, в этом комплектации отсутствует подсветка в автомобиле, внутренняя косметическая. Ну и автомобиль также можно заправлять 92-м бензином. Двери в автомобиле, также стекла в них брончат. Стекло не зафиксировано, и если вы будете ехать с открытыми окнами на плохой дороге, у вас они будут дребезжать. Очень крутые зеркала, обзорность вообще в автомобиле замечательная, и они немножко притонированы. Вам будет от этого намного приятнее в темное время суток. Есть электропривод сиденья водительского, и, конечно же, в данном автомобиле нету никакой проблемы с ржавчиной каркаса сидений. У данного автомобиля пробег всего лишь 10 тысяч километров пробега. Ну что, дизлайк channel? Ручки как в Кодиаке, да? Ну да. Но опять же, только на этой ручке такая проблема. В других ручках никаких проблем нету. Также во время движения очень часто я заметил какой-то скрип. Наверное, скрип сидения. Потому что в этой левой части снизу. Также было дискомфортно, то что во время движения очень часто какое-то реле срабатывало в этой области, но при этом дворники передние и задние у меня были выключены. Интересно, почему она отщелкивала само по себе. Ну а к сиденьям, если честно, я так и не привык. Как по мне, в Coolray более удобное сиденье для таких больших водителей, высоких и полного телосложения. В Атласе более, наверное, для худых. Ну, опять же, это мое личное субъективное мнение. И в Coolray вы выберете, конечно, если вы хотите больше каких-то опций, автопарковщик, слепые зоны. Ну, в целом, если вам нравится больше дизайн. Этот автомобиль вам даст возможность управлять его со скоростью даже 200 км в час, но набирает эта скорость не быстро, но при этом очень плавно, хорошо переключается передачи. Но для дополнительной динамики вы должны, конечно, все-таки перейти в спорт-режим, либо в ручной режим коробки передач, и тогда уже машина становится более динамичная только в этих условиях, если сравнивать с обычной Geely Atlas Pro в максимальной комплектации с мягким гибридом. Немножко безопасности в Geely Atlas Pro. В автомобиле открыта передняя дверь.
мы ставим D, снимаем паркинг, и машина входит в паркинг сама. Как вы видите, защита сработала. Итак, как вы помните, на своем автомобиле Geely Coolray я заменил кожу на 5000 пробега на руле. Здесь мы не видим нити обогрева. Обогрев работает руля превосходно в качестве нагрева, но дебильно в качестве эксплуатации, потому что это шторка, которая активирует вам обогрев руля при том, когда автомобиль у вас заведен. Вы его включаете, он нагревается, но потом в движении вы не можете его выключить. Он выключается только когда реле сработает и разрешит вам выключить обогрев руля. Сделано идиотски. Действительно, многие владельцы атласов столкнулись с этой проблемой, писали на завод, также и писали о конструктиве данных трапеции дворника. Они говорят, что это конструктив, ничего не сделать. К сожалению, это проблема бренда Geely в России. Ну и в Беларуси, потому что поддержка ужасная. Ну и как вы видите, морщины в принципе есть, они не сильные, но есть вот такой вот замечательный прикол. Просто-напросто уже отходит кожа с руля. Она не зафиксирована. Вот такая кожа. И знаете, друзья, что самое удивительное? В этой комплектации, мне кажется, что кожа отличается от комплектации выше. Я могу точно сказать, что все зависит от поставщика данной кожи. У кого-то кожа живет нормально, у кого-то совсем плохо. Тут как раз таки работает китайский рандом. В целом, чаще всего попадаются именно брак с нитями обогрева, либо, как у меня в этом экземпляре, незакрепленными обивкой кожи. Ну что ж поделать, брак всегда может быть, но главное, в каком количестве брака на один экземпляр автомобиля. Также есть автосвет. Автосвет работает, честно говоря, так же, как на всех китайских автомобилях. Датчик света, в принципе, плюс-минус работает адекватно. Частично он включал ближний свет фар в первый день теста. Сейчас я еду возвращать автомобиль, сейчас он работает адекватно. Я не знаю, как это работает, но действительно в Geely Coolray он более такой испуганный, как и в принципе в Exceed. Также, друзья, хочу сказать, что в Geely Atlas Pro очень, да и в принципе в Coolray очень хорошо сделана реализация подсветки приборной панели. Не так, как в Cherry и в Exceed. Вы включаете режим авто, и у вас приборная панель именно будет работать от этой настройки. То есть, если сейчас светло, он будет ярче делать приборную панель. И вот сейчас эта шкала, она специально закрыта, и вы сможете настраивать индивидуально ее под себя в темное время суток. То есть она в темное время суток будет активна. Поэтому крашеный Стас не смог в этом разобраться. Вот почему у него не работала эта подсветка на Geely Coolray. Ну и самое главное, что ближний свет фар, у него индикация выглядит таким образом, а не как в обычных других автомобилях Geely. Лимитер скорости не имеет некоторых цифр, как и в мой Geely Coolray. Например, хочу сейчас сделать 44, 45. Также 78 нету, ну и как в принципе в моем автомобиле. А круиз-контроль называется адаптивным круиз-контролем. Китайцы решили здесь не переименовывать в обычный круиз-контроль. И, к сожалению, также он выходит за рамки, если вы ездите со спуском. В Geely Atlas Pro замечательный адаптивный круиз-контроль. Конечно, с субаровским он не сравнится, но он сам по себе работает очень хорошо, по сравнению, опять же, с Haval Julian. Но в повороты на нем заходить немного страшновато. Это, опять же, если брать максимальную комплектацию. По пластику все мягенькое. Ну, я скажу, что мягкий пластик, все равно у вас тут ничего скрипеть со временем не будет. Глянцевая панель. И вот здесь тоже глянцевый пластик. К сожалению, он тоже царапается. Но, друзья, опять же, царапается не так, как сильно, как в Cherry. Здесь немного, мне кажется, он покрыт лаком. И они не глубокие, эти царапины. И, в принципе, сделано более-менее нормально. Ну, в принципе, на солнце не так сильно видно этих царапин. В Cherry же намного хуже пластик, это 100%. По поводу вот этой шайбочки, которая вам помогает выбрать спорт режим, либо что, ну, либо которая активирует вам режим работы коробки с двигателем. Вам нужно повернуть и нажать на нее, чтобы выбрать нужный вам режим. Честно говоря, не очень удобное решение.
А этим вы на переднем приводе будете пользоваться, потому что действительно автомат работает превосходно, но переключает он не так быстро. То есть машина едет однозначно медленнее, чем Geely Atlas Pro на максимальной комплектации с мягким гибридом, но вам придется переходить либо в ручной режим, либо включать спорт-режим для того, чтобы совершать обгоны и немножко раскручивать двигатель. Но при этом он работает и управляется превосходно на 6-ступенчатом Айсене. Мне очень понравилась работа, и действительно я бы взял бы именно эту комплектацию на переднем приводе. Приборная панель, к ней в принципе нету никаких претензий. Наверное, только одна претензия, то что также не увеличивается запас хода, если вы едете более экономично. В этом тоже, это косяк, наверное, многих автомобилей Geely. А так, в целом, кнопок-то, в принципе, также недостаточно, как и в максимальной комплектации. И бардачок. Бардачок не имеет микролифта, но зато есть свет. Привет, Exit LX. Вот еще один замечательный плюс. Есть очистник, конечно, в автомобиле, и автозатемнение заднего зеркала, заднего вида. Вот тут у нас есть такая ниша для ГИБДД сотрудников. Сюда можно что-то прятать. Зазор с палец. С этой стороны нет такого зазора. Но это, опять же, зависит от автомобиля. На другом автомобиле я проверил. Такого момента не было. Также отсутствует подсветка индивидуальная для водителя и пассажира в автомобиле. Ну и, конечно, аэроглонасс, так как автомобиль собран в Беларуси. Адаптивный, двухзонный климат-контроль. Многие, в принципе, жаловались, что жарит. Сейчас, честно говоря, я не смог это проверить, но более-менее он работает даже очень хорошо в летнее время эксплуатации. И есть подлокотник охлаждаемый. Очень большой подлокотник. К сожалению, жалко, что он не выдвижной, как, например, в Geely Coolray. И по коже. Кожа очень плотная. Я думаю, износ у нее будет долгий. Вот, в принципе, есть замятие, но оно не такое замятие, как, например, в моем Geely Coolray. Здесь сделано все более-менее лучше, потому что плотность намного выше. И вот эти части залома, где чаще всего образуется залом, здесь сделан другой какой-то такой материал интересный под карбон, и он будет больше спасать от износа данную кожу. Но единственное, в этом автомобиле действительно не хватает вентиляции сидений. Очень не хватает. Так что, может быть, даже и я бы выбрал переднюю приводную комплектацию на тканевом салоне. Вполне возможно. Честно говоря, не помню, есть она или нет. Поэтому, друзья, в принципе, по головному устройству большой экран, все работает замечательно, но, опять же, звук в автомобиле такой же унылый, как и в максимальной, как и в минимальной комплектации. Моя оценка этому звуку 3 балла из 5. Очень глухой, но басистый звук. Чистоты не ждите. Можно как-то настроить с помощью дополнительных манипуляций, но лучше, конечно же, прошить головное устройство в GMC Custom и добавить Viper FX для того, чтобы пользоваться более удобно. Также беспроводная зарядка здесь у нас отсутствует, в максимальной комплектации есть, и нету автопереключения ближнего на дальний свет. Ну, не знаю, оно особо, наверное, и не нужно. Но при этом расширить головное устройство опции можно. Это замечательно будет. Вы сможете пользоваться навигатором и нужными для вас приложениями, с той же стрелкой и прочим. Ну и самое главное, что вы сможете с помощью прошивки активировать данную кнопку, и у вас будет работать голосовой ассистент. И, друзья, самое главное отличие между Geely Atlas на полном приводе и этого автомобиля на переднем, помимо того, что стоит роботизированная коробка в максимальной комплектации, здесь у нас обычный 6-ступенчатый iSyn. Помимо того, что он реально дает вам экономию топлива, он едет, конечно, менее динамично, но при этом автомобиль вам экономит денежки на топливо. И, конечно же, здесь нету дополнительной гибридной установки и батареи, которая располагается в максимальной комплектации в багажнике. Самое главное, что не нравится многим владельцам Geely Atlas, именно Pro версии, у некоторых начались проблемы с этой гибридной батареей для гибридной установки. Спустя год у некоторых появились претензии, и эти батареи перестали работать. Соответственно, люди написали в завод и в представительство Geely Motors в России, и завод ответил вот то, что сейчас вы сможете увидеть на экране.
и все владельцы удивились и впали в шок. Получается то, что в автомобиле нельзя эксплуатировать без гибридной установки. То есть ее попросту нельзя отключить, саму батарею. На батарею 3 года гарантии и 60 тысяч километров пробега. И можете вы ее заменить только в авторизованном сервисе в России, либо в Беларуси по гарантии. И сейчас на автомобиле Geely идет распределение. Если вы купили в России, вы обслуживаетесь только в России. Если в Беларуси, только в Беларуси. Нельзя пригнать и обслуживаться в другой стране по гарантии. Это однозначно минус, потому что если вы будете в каком-нибудь автопутешествии, поехали в Казахстан, к примеру, и у вас ёкнулась батарея на протяжении года-двух. И что вам делать? Придется брать эвакуатор и ехать на этом автомобиле к ближайшему дилеру в стране. Потом он будет ждать заказ этой батареи, и вы спокойно ездите без машины и как-то, мучаетесь. Потому что сейчас подменных автомобилей компания Geely почему-то не дает для своих владельцев, хотя очень много претензий по гарантийным моментам в данных автомобилях. Я сам тоже столкнулся, и очень много брака встречается в компании Geely, поэтому лучше на момент приемки все просматривать и писать в акте приемки данного автомобиля при покупке, чтобы, допустим, сабля, если у вас установлена криво, чтобы там было прописано об этом дефекте, и вам потом без проблем одобрили гарантию и бесплатно устранили данный дефект с покраской, допустим, пятой двери багажника. Поэтому гибридная установка, не понимая ее прикола, честно говоря, экономия топлива, да, она действительно экономит топливо по сравнению с аналогами от компании Chery, однозначно. Допустим, она будет экономичнее, чем Chery Tiggo 8 Pro, обычная версия. Но при этом данный автомобиль на переднем приводе будет мега экономичным по сравнению со своим автомобилем, со своим собратом в максимальной комплектации на гибридной установке. Поэтому при покупке, друзья, стоит об этом учесть. То, что отсутствие гибридной установки и передний привод с автоматической коробкой передач Aisin являются более конкурентными такими моментами и преимуществами по сравнению с автомобилем в максимальной комплектации. В целом, друзья, хочу подытожить. Действительно, Geely Atlas Pro до сих пор мне нравится как автомобиль, но покупать бы его, решать это вам в любом случае. Я же могу сказать так. Автомобиль действительно очень экономичный, если ехать со скоростью до 100 км в час. Все остальные автомобили Geely в любом случае, также если ехать на высоких скоростях, будут сильно расходовать топливо. Потом в конце моей поездки я начал ехать 130 с кондиционером в жару. Кондиционер, соответственно, был включен на практически максимальное значение. И, конечно же, автомобиль был полон по весу. Хотя я вам скажу, что грузоподъемность в автомобиле не поменялась, и она составляет 300 килограмм, учитывая пассажиров. Это, конечно, действительно мало до сих пор. И если покупать данный автомобиль, хочу я опять же повториться, как и говорил ранее в своем ролике про Geely Atlas Pro в максимальной комплектации. Если у вас нету Geely Coolray, то стоит брать Geely Atlas Pro. Если у вас нету Geely Coolray, если у вас вообще нету автомобиля марки Geely, соответственно, лучше брать Geely Atlas Pro. И я бы взял бы именно на переднем приводе, потому что клиренс равно у этих автомобилей плюс-минус одинаковый. Под защитой у них около 165 миллиметров под защитой картера. Все зависит от толщины самой защиты, потому что все замеры у меня также есть на канале. В целом, по подгонке материалов, конечно же, есть претензии именно по сборке, а материалы действительно намного лучше, чем в Chery, скажу честно вам скажу. То есть даже, допустим, тот момент, когда в Chery есть брак при установке кресел, когда кресло начинает натирать при ерзании, при изменении положения, и он натирает об центральный подлокотник. Ни одного Geely я с таким косяком не встретил, чтобы были установлены кресла несимметрично. Тут такого нету. Про пластик я вам сказал, тут, конечно, намного все лучше, но в новых партиях, к сожалению, китайцы любят экономить и ухудшать уже то, что есть. Единственный момент, ручки в Coolray точно такие же, но вот эти ручки, они прям очень тугие. Я помню, что в первых партиях Geely Atlas такого не было. Вот именно такой отдачи. Ну, просто приходится привыкнуться, потому что в Coolray они намного легче, и люди не будут вам их портить. Потому что когда вы останавливаете автомобиль для высадки, вам
лучше стоит самому разблокировать центральный замок вручную, чтобы люди вам не ломали ручки, пытаясь открыть дверь. В целом, вот такие у меня впечатления о переднеприводном Geely Atlas, и считаю, действительно, это самой сбалансированной комплектацией. Ну что же, друзья, вот такой вот обзор у меня на данный автомобиль, а теперь я расскажу самую важную информацию по этому автомобилю. Даже в минимальной комплектации рейлинги в автомобиле являются декоративными, но они действительно вполне себе выдерживают отлично свой автомобиль, свой вес, и лучше, и как по мне, они закреплены лучше, чем в моем Geely Coolray. Поэтому они являются хоть и декоративными, но многие владельцы Geely Atlas используют их в качестве установки автобокса и даже велосипедов на крепление. Так как это автоматическая коробка передач Aisin, уже зарекомендовавшая себя на авторынке, здесь в автомобиле у нас не предусмотрена установка фаркопа. Но и все равно, даже согласитесь, на роботизированную коробку устанавливать фаркоп и таскать на нем прицепы, автодома — это странная затея. Тем более некоторые так делают, в принципе, это бог с ним. Просто нужно чаще обслуживать. Но на автоматической коробке передач, я считаю, будет намного легче обслуживать данный автомобиль и возить какие-то автоприцепы и автодома. Тем более автомобиль легче, чем полноприводный. Ну и самое главное, друзья, это расход топлива. Автомобиль дает замечательный расход топлива, учитывая свой вес, динамику. Он для семейной, такой обычной повседневной городской езды. В автомобиле замечательно, удобно располагаться всей семьей, относительно вместительный багажник. Ну и самое главное, гарантия 5 лет и 150 тысяч километров в России и 100 тысяч километров пробега и 4 года в Беларуси делают этот автомобиль очень заманчивой покупкой для любого автовладельца. Друзья, спасибо большое за просмотр данного ролика. Всем огромной удачи, эксплуатации своих автомобилей. До скорых встреч, здоровья вам и пока.